Здравствуй, дорогой зритель, рад приветствовать тебя на канале Гримера, и сегодня мы с тобой продолжаем изучать, собственно, Overlord The Fellowship of Evil. Не знаю, почему мне постоянно хочется сказать The Fellowship, потому что он без этого, собственно, приставочки. Так, в прошлой серии мы с тобой собрали по частям третий или второй или третий осколок, да, какой? А давай посмотрим, собственно. А он у нас вот там вот наше сердце бездны висит над пропастью. Вот оно. Второй собрали по кусочкам и увидели, как жители очень радостно в Глухоморье, собственно, едут в Глухоморье. Глухомрач, да. И что-то там неладное творится. Мы, собственно, пойдем в этом неладном разбираться. Вот. Во время поисков третьего осколка вы обнаружили эльфов бездны, заманивающих крестьян в Глухомрачье. И почему разбойники Сияющего Правосудия сунулись в Воронью долину? Время выяснить, что происходит. Пойдем. Как только доберетесь до Глухомрачья... Не успел. Следуйте там чему-то там. В общем, да, хорошие лидеры вдохновляют примером, но если они терпят неудачу, то зверское насилие тоже. Ну, я как бы вроде бы не претендовал на то, чтобы терпеть неудачи. Сейчас мы достаточно хорошие. Ух ты! А вот у меня под начало, при мне такого не было. Вы в тележках вот так вот вальяжно не катались, между прочим. При мне все было как бы более справедливо. От каждого коммунизм в чистейшем его виде. От каждого по возможностям, каждого по потребностям. О, только не снова. Давайте быстрее догоним группу. Зомби могут справиться с этими нахлебниками. Должно быть, происходит что-то довольно значительное, Если темные эльфы вылезли из тени. Справедливо. Что этих эльфов как-то очень много. Темные эльфы, эльфы бездны, обычные эльфы. Или это все одни и те же эльфы? К сожалению, вот это вот как-то не объясняется. Не вдается игра в дискуссию на эту тему. Это я не могу сломать. Ну и ладно. Но всегда еще здесь ненадолго. Зомби. Посидеть присели. Давайте отправим ребятушек, которые опять взорвутся об стену. Да что с вами не так? А чё мне? Чё у них за прикол? Что это такое? Почему они сидят, как гопники такие, типа? Эй, братан, закурить есть? А если найду? Вот это вот все. Кстати, они очень мило выглядят в этих наушниках. Да что с вами не так? Как-то вы в предыдущей локации вы выглядели адекватнее. Ой, прошу прощения за то, что шмыгаю носом чуть-чуть. А может и не чуть-чуть. Потому что приболел просто представь, что ты этого... И вот как определить? Вот он сидит на картонах. Вот как определить, что он, сука, ничего от меня не хочет? Что он мертвый? Я не понимаю. Слишком сложно. И когда закончится эта стадия? Где еще один зомби? Окей. Ну то есть я мог вообще типа жизнь упростить и всех порезать. Хорошо, будем знать. Очень любопытно это ваше Глухомрачье выглядит. Выглядит, как будто это должно быть частью моих владений. Вот, хотя больше, наверное, даже похоже на... если вдруг вы помните и вы играли в предыдущей части серии, то во второй части мы ходили в долину башни первого Оверлорда. То есть получается того, кто был до вот этого паренька, да, до всадника бездны. Потому что, как мы поняли, судя по истории этой игры, видимо, оно именно так и происходило. Вот. И
Что вы там делаете? Лут мне несите лучше. Бесполезные уроды. Так вот. И там картина была примерно столь же удручающей. Повсюду какие-то непонятные магические символы, крипты, чистая магия прям на полу была разлита. Прихвостни превращались в каких-то омега-уродов. Это приведет нас к логову темных эльфов. Пойдемте туда. Ну пойдем. Ну пойдем. Гоу. А чё, таймера нету, а все. А, хитрая защита, темные эльфы действительно затеяли серьезную игру. Ну, будем надеяться, будем надеяться. Куда ты побежал? Так, окей, их не дамажат эти штуки. Это какие-то дворфи механизмы, просто к слову. Точно ли это Точно ли это эльфы? Меня пугает эта игра порой вот такими приколами своими. Да как, да господи. А как это можно, не получив по лицу, с этим совладать? Ладно, в принципе, у нас есть камни призыва. Что это такое? И что это делает? Ну, наступил я, и толку. Непонятно. Прошлое активировал ловушки, это не делает ничего. Почему у меня такое ощущение, судя по вот антуражу текущей локации, что они какую-то свою эльфийскую очередную божественную тварь призывают. Ой, вот они, вот они. Ой, ёб твою мать. А хотя вроде и не страшно. Ну просто пукнуло. С кем не бывает. Эльфы лучшие противники в игре. Они летают по рэгдоллу, в отличие от остальных. Не, ну зомби как бы тоже отлетают, но у них нету костей в модельках, не статичные. Еще мало проблема прописать кости для остальных моделек тоже. К слову-то. Я, конечно, не претендую на, так сказать, звание самого умного разработчика видеоигр в мире и вообще, в принципе, название разработчика видеоигр, но мне кажется, что это не должно быть такой большой проблемой для людей, которые, так сказать, занимаются этим долго, которые профессиональная студия, и как бы такие вот приколы творить непотребные. Просто дорисуйте кости. У вас что, был один человек только отвечающий за 3D модели, и все? Я уверен, что Codemaster бы не поскупилась на это дело. Вот, кстати, интересно, нужно будет задаться вопросом, были ли они тогда уже под предварительством Electronic Arts, потому что, как бы, если были, то это будет очень иронично. Как минимум потому, что предыдущая игра, да, в подобную стилистику, которая переехала, была Darkspore, которая тоже считается убийцей серии. Единорог. А я могу с ним что-то сделать? Не могу. Я могу наступить. И оно один раз переедет. Окей, а если наступлю вот так, то смогу пройти сюда. Хорошо. А если наступлю еще раз, и она переведется в единорога, то... Не было никакого секрета, да? Немножко прискорбно даже, на самом деле. Я рассчитывал, что сейчас будет какая-нибудь секретная. Какой-то праздник. Мне обещали с видом на море. Ну, получается, что как бы сейчас будет вам море эльфийской крови. Сейчас мы добьемся расположения колхозников к себе любимым. И, собственно, после того, как мы добьемся расположения колхозников, мы устроим Великую Октябрьскую революцию. Чур я Ленин. А эльфов, как интеллигенцию, собственно, расстрелять, сука, без суда и, мать их, следствия. Потому что, а чё они вот это тут устроили? Самые умные, блядь? Ну вот, будут знать. Все. У нас, как бы, разговор с такими людьми простой. Дай мне голубой кубик, вот. Так, теперь мы берем нашего зеленого прихвостня. Shift 4 побежал. Отлично.
Смотрящий видел я одного такого в прошлые годы. Обычно они обустраивают такие детские праздники. Но обычно они должны быть вызваны. Так кто совершил призыв? А что если это местный? Просто, ну как бы, призыв на самом деле совершается изначально отсюда. Я могу его убить? Не могу. Не могу. Ну и ладно. Они, к слову, довольно неприятные молодые люди. Ля Крысич сидит. Это путь к пляжу. Да, да, иди вперед. Да, путь к пляжу, сука. Там, кажется, какой-то пресс, ребята. Путь к пляжу. Да, насколько колхозники отбитые, что типа они верят, что вот в подобном месте где-то мы под землей, типа, ну, судя по окружающим, да, как бы декорациям, где-то под землей тут какой-то пляж, вот это вот все, какой-то курорт эльфийский. Не, у эльфов, безусловно, есть прикол, конечно, шкериться по темным лесам. Особенно в Оверлорде они предпочитают подобными приколами заниматься. Эй, мы скоро отправляемся. Окей, окей. О. За скриншотом это дело. А, да? Таким образом, темные эльфы превращали крестьян в смотрящих. Конечно, это более привлекательно, но этого недостаточно. Что-то какая-то лють происходит. Ну, на самом деле, я согласен с тем, что эльфы фашисты. Они везде фашисты. Во всех играх. Чтобы они не говорили. Помните Skyrim? Да, The Elder Scrolls 5, так сказать, так называемый. Там эльфы устроили просто вообще полнейший террор всех людских поселений. Вспомните, не знаю, даже этот World of Warcraft. Там примерно то же самое. Но только они делали вид, что они истинные коммунисты. На самом-то деле. Но им никто не поверил. Пришлось сжечь их деревяшку. Собственно, там вообще очень любопытная история про эльфов-коммунистов. Про друидов-коммунистов, наверное, по большой части. Эльфы, друиды, коммунисты. Если вдруг кому-то будет интересно послушать про эльфов, друидов, коммунистов, то я готов записать отдельный подкаст на эту тему. Очень долго погружался в этот вопрос, изучал его. Собственно, так сказать, человек в этом сведущий. Поэтому могу... Поэтому могу рассказать много интересного. Кстати, уже 230 штучек. То есть, по идее, мы можем прокачать вот эту вот суперспособность голубым. И у них будет какое-то классное исцеление. Они будут прям... Или так... Нам туда, кажется, нужно. Там я вижу ворота. И нас там закроют сейчас к чертям собачьим. А я видел где-то постамент. Где он был? Вот только что, вот здесь. Или это галлюцинации? Я не понимаю. Так, стоп. Ну вот эта штука. Кстати, что будет, если я встану на нее? Ничего не происходит, да? А, ну я ее как бы включил. А зачем? Не понял. Может, конвейер выключился с другой стороны? Нет. Может, я там конфигурацию подменил? Ну, кстати, если я подменил конфигурацию их переплавки, то это будет любопытно. Ага, отсюда мы пришли. Вот это, собственно, вещичка. Так, собираем ребяток, собираем армию. Просто как бы лучше я сейчас чуть-чуть побью эту руку. Довольно тупой способ, конечно, получения миньонов в армию, но как бы да. Вот, лучше я сейчас побью эту руку, чем потом побьют меня. И лут удобнее собирать, ты как бы их отправляешь, они, ну, как бы копеечки какие-то, но все равно что-то да приносят, в какую-то сторону в итоге тебе не нужно идти. Да, в большинстве случаев они, конечно, тупые и ходят, бьют заборы, но польза от них все-таки есть от миньонов. Зеленые, к слову, при всем при этом еще и неплохой урон наносят.
что очень... Сука. Ну, как бы, да, ладно. Зеленые, да, очень любопытные ребята, я вижу. Благодарю вас за вашу помощь в создании нового зла, что, если честно, они уже наскучили своим ворчанием, и теперь нам уже не нужны эти вонючие зомби. А, так вот, сука, Голден, да? Кто такой Голден? Голден, бегите! О, так вот кто жрал этих слизняков. Охрененно, определенно охрененно. Теперь все стало ясно. Ля. А, да за шо? Что? Да, твою мать, я еще и потратил культуру. Найди путь, чтобы Голден не поймал вас. А, опять буллинг травой, сука. Я понял. Я просто, сука, понял. Так, тут все заставлено какими-то каменными ящиками. Там что происходит? Тут одни бомжи дерутся. Вы дали нам зло, чтобы сражаться. Никогда не верь в хорошее. Ну, что-то какие-то вы, ребята. Ля, вот посмотри, что зеленые творят. Они этого парня просто под орех взяли и как бы... Боритесь, если вы не хотите что-то там... мелофицироваться. Нет, вот, сука, мелофицироваться я бы совсем не хотел. По-моему, это самое мерзкое, что можно. Нет! Нет! Уйди оттуда! Не смей туда ходить. Тебе нельзя. Да брось ты это дело, сука, уродец мелкий. Сейчас станешь розовой дрянью. Ага. Ну, конечно. Смотри, они сейчас... но они в любом случае мелофицируют. Конечно, мы не доверяли тебе, ты же зло. Справедливое замечание, но ты все равно, блин. Ну, а что? Сперва зомби, а теперь смотрящие. Кажется, что сияющему правосудию стало скучно без зла, без борьбы с ним, и сами его не пробудили. Ну, а чё им? Если они поощряют зло, то делают плохими парнями, а нас делают хорошими. Вы чувствуете себя не очень хорошо? Если да, я рекомендую провести несколько недель в железной деле. Справедливо. Ну, как бы получается, что в итоге опять на самом деле Оверлорд это добро, и мы как бы вообще не злые ребята. Есть зло больше, чем мы. Мы зло безгрешное, как бы такое вот истинное. В первой части были вот эти вот погрязшие в грехах ублюдки-паладины. Во второй части была погрязшая в грехах империя, которая просто безжалостным там образом обращалась со своими жителями. И мы каждый раз освобождали всех, просто, так сказать, немножко меняли власть. Но при этом мы никого не превращали в мерзких штук, смотрящего глухомрачия. Окей, вернитесь через портал. Хорошо, я понял. Вот, никого не превращали в смотрящих, в зомби. И вот этого всего мы не делали. Мы предоставляли людям возможность трудиться на общее благо империи, во-первых. Во-вторых, убивали эльфов. Как можем видеть по ситуации, складывающейся в этой игре, что в первом, что во втором случае мы поступали правильно. Обращенный бездушный смотрящий. Ага, окей. А что? Я не понимаю. Окей, подожди, я умер. Бьет сквозь столб. Щит не помогает. Сука, что? Кажется, подъехал интересный босс. Да, вот вы... Никто это... или так типа и задумывалась. Не понял. В прошлый раз меня как бы телепортировало в этот. Ну вот, как бы да. В начало локации, типа последней контрольной точки после смерти. Почему сейчас я в башне-то? Неважно. Я считаю все это. Так, окей, подожди. И что нам, сука, с ним делать? Смотрящий. Саник бездна, он кажется защищен каким-то щитом. Я вижу.
А, окей, понял, понял. Зелененькие ребятушки могут его... Они его, по-моему, и так... Они его уже зарезали. Шикарно. Вы... Подождите, я на вашем месте не расслаблялся. Я думаю, что это была только разминка. А, окей. А, нет. Ну, все иллюзии только что все разрушились. Типа... Держитесь, не сдавайтесь, просто следите за этим магическим лучом. Окей, за магическим лучом. Подожди, 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 подожди. Окей, 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 окей. Давай, поехали. Куда побежал? Твою мать, работай. Килл. Зло всегда побеждает. Охо, ага, найти тебе удалось. Спасибо, спасибо, Google Ассистент. Так, а давай ты вот туда вы побежите. Да почему? А, стоп, огненные. А, стоп, ваншот. А, да? Ну короче, значит, мысль такова. Призывать всех сразу плохая идея. Получается, сейчас появляется первый, начинает там какую-то грязюку творить, а мы призываем зеленых. А вылезет где-нибудь огненная рука? Допустим. Сука, 3. Вот так. Поехал, поехал. Ля, ребята, работаем. Алло! Ты, может, бить будешь его? Пошел. А чё они какие-то, блядь, я не знаю. Какие-то вяленькие они у меня. И в итоге у меня как бы только зеленых прихвостней, да, есть эта штука. А допустим, вот я создаю зеленых прихвостней. Они умирают, да, просто, окей. Но я думал, а вдруг они телепортируются. Ага, вот теперь они могут пробежать через это. Ты чё рофлишь, урод? Ага, красные тоже появились. А, вон и желтые. А, ну тут все есть. Окей, окей, я понял. Я понял. Все, я все понял. Туда поехали. Все, окей, зарезали. Ну это прям, ну все. Вот. Вот этого я ждал примерно, ну хотя бы чего-то подобного я ждал от первого босс-файта. Потому что, ну, первый босс-файт прям вообще вялый был. Прям абсолютно. Поехали. Режем. Режь его. Достал нож. Режь. Так. Отлично. Так, желтый. Желтый, да? Желтая? Какая? Какая? Желтая, желтая. Давай, поехал. Давай, бей его. Чё стали? Алло? Бей, беги, бей. Иди бей. Дерись. Окей, все. Дерутся. Так, ну, допустим. Допустим. Он, правда, ничего не делает, но в любом случае это требует, ну, типа, какого-то условного менеджмента от тебя, по сути, да? Потому что сейчас ты такой, как бы, до этого, да, босса, что были, ты такой, типа, зачем? Ой, он не получает урон. Ой, он надропал для меня много штук. Так. Давай, убить его. Эти штуки работают от любого источника. Мы это знаем, и это круто. Окей, давай зеленых нарубим. Еще очень круто, на самом деле, то, что как бы босс-файт, и те такие говорят, братик, ну, ты всех своих синих потерял, вот как бы и не это тут. И не надо тут теперь рассказывать. Да, ну, алло, может вы пойдете туда, я не знаю. А что не так? Победи смотрящего, вернитесь через портал. Ну, прихвостня, стыдно потерять. Так, трупы, так... А я же не добил его. Типа, просто на время это было? Сука, че, серьезно? Ну,
Ну вы типа такой классный босс-файт сделали и вот так вот решили его завершить. Ну кто так делает? Зачем? Я не знаю, эта игра типа рассчитывала на рейтинг 0+, чтобы там даже трехлетний мальчишка смог ее пройти. Потому что это, блин, бред какой-то. В таком случае, откуда тут... Ну ладно. Так сказать, ругательные вот эти слова, это, возможно, издержки русского перевода, адаптации. Но я думаю, что такой юмор, который подается в этой игре, совсем не подходит, да, как бы для аудитории в таком случае, на которую она ориентировалась. Поэтому почему в первый раз я убил 3, тут я убил 1,5, и типа все равно закончилось. То есть, типа, смысл был просто в битве на время. Ой-ой-ой. Все, 3-й осколок у нас. А ну. 2-й осколок с таким геморроем достался, да. 3-й осколок. Причем я его даже не увидел. Мне его просто дали. Есть только еще один осколок, осталось только добраться до него. Однако нашим товарищам надо еще найти его. Подождите, пока мистер Гнар ушел. Он же был здесь минуту назад. Отлично сработало. Я просто разрабатываю стратегию в тени. Тем не менее, у меня есть небольшой сюрприз для вас. Прихвостни расчищали завалы и нашли 4-й осколок. Вот так-то. Что ищут, всегда лежит на самом видном месте. Туда мы не сможем попасть. Я уверен, что на карте вы сможете найти, где можно сотворить зло. Ну и типа теперь мы просто идем избивать чуваков, да, ну там типа творить зло, пока ребятушки нам расчищают завалы. Ладно. Кстати, вот эта штука звучит любопытно, между прочим. Шанс шокировать врагов или украсть здоровье. Давайте возьмем с шансом шокировать врагов, потому что если ля какой, ну сильно экипировать. Вот, потому что если мы сможем быстрым ударом, короче, еще чуваков отправлять в плавание рэгдольное, то будет вообще прекрасно. Это будет прям великолепно. Так, ты у нас что? Я забыл. Ты отвечаешь у нас за инвентарь, который я могу получить доступ с буквы I. А почему тут 4 осколка уже? Ну все. Типа все, мы ее собрали. А почему он сказал, что мы не можем к ней пройти? Я не понимаю. Слушай. Вот единственное, как-то непонятно, его становится больше или нет, этого богатства. Потому что в прошлых частях вот количество бабла твоего, да, визуализированного, зависело, собственно, от того, сколько у тебя его в принципе. Давайте немножко построим статую. Статую построим. Борьба огня с огнем. Щит Инферно будет всегда отражать вражеские снаряды. Звучит прекрасно. Увеличивая здоровье и силу. Великолепно. И все, осталось 150 штучек. Слово статуя перестала, да, как-либо изменяться. 150 штучек накопить, взять последний скилл, мы полностью прокачались. По-моему, я сам начал иметь иначе. Ну или мне просто кажется. Ну, в любом случае, это не важно, потому что это не так уж и заметно. Так, окей. Что я хотел? Я хотел пойти прокачать синих, чтобы они могли лечить на ходу. Как только синие смогут лечить на ходу, их импакт вырастет в миллион раз. Да работай, алло. Шапки. Шапки, почем у тебя шапки? Давайте возьмем просто как бы ради интереса какую-нибудь вот безумную шляпу. Пусть будет. Сука, ушанка. Можно? Уже нельзя, да? Я думал нарядить их всех в ушанки и все. И было бы красиво, я считаю. Так, вот это вот. Да, синий будет следовать за вами во время исцеления в бою. Вот. Целительные способности синих увеличиваются. Да, пойдет.
Грузоподъемность плюс 1 кубик, потом. Синий теперь замедляет ближайшего врага, время исцеления в бою, это последняя способность. А остальное, ну, как бы говно, да. Окей. Красные. Что делают? Вот эти мне еще, ребята, интересно. Между атаками, что делать их трудно. Так, окей, а что у красных? За способность красным будет наносить больше урона при взрывах, а оставлять маленькие взрывы по своему следу при беге. Ага. Хорошо. Не обманем. Так, а вы что будете делать? Так, ваши бурые будут наносить больше урона и станут значительно выносливее в битве. А, ну, какая-то херота, короче. Ой. Да. Став гораздо более эффективными телохранители. А у них в принципе нету, да, ничего уникального. Это грустно даже отчасти. Ладно. На этом, я думаю, на сегодня мы закончим с вами. А вы тем временем можете спуститься в описание, там есть много прекрасных ссылочек на случай, если YouTube заблокирует, не заблокирует, неважно, подпишитесь на них, чтобы быть в курсе там последних событий. Да, это во-первых. Во-вторых, ставьте лайки. В-третьих, комментируйте видео, что вам понравилось, что вы думаете вообще насчет Оверлорда, да, Fellowship of Evil. Почему, как вы думаете, ее так сильно захейтили? Ну, за исключением ее слабого технического состояния на старте, скажем так. Тут еще много из своих приколов. Вот, вдруг вы увидели что-то еще, помимо того, что видел я. Вот, а с вами был Гример. Удачи и увидимся в следующих сериях.